Приветствую всех взломщиков, ну а как же без этого. Сегодня мы поговорим о важных вещах, которые вам стоит знать про Lucky Patcher. Ну и конечно же, первое видео вы сможете посмотреть по ссылке ниже, ну а также скачать сам Lucky Patcher вы сможете по ссылкам ниже. Начнем. Первое. Никогда не пользуйтесь Lucky Patcher'ом и официальным магазином одновременно, потому что там может стоять какая-то защита, прошивка и прочая муть, которая может вам помешать использовать ваше чудо-приложение, так сказать. Например, как с Play Market. Там вообще все файлы стоят в формате ABB, что не позволит вам даже сделать резервную копию. Ваше приложение просто не установится. Поэтому в данном случае пользуйтесь интернетом. Второе. Как и уже было сказано в первом видео, с онлайн-играми Lucky Patcher не работает. Да, может быть в каких-то случаях у вас получится это сделать, но не надейтесь на то, что модерация мимо ушей пропустит ваше деяние. Третье. Если вы первый раз пользуетесь Lucky Patcher'ом, то по умолчанию все новые модифицированные файлы и резервные копии APK файлов будут помещаться в корневую папку Android, Data и название вашего приложения. Да, в конечном итоге странноватое название получится, но в самом уже Lucky Patcher'е вы сможете изменить эту самую папку. Четвертое. Lucky Patcher может даже не взаимодействовать с оффлайн приложением. Как это понять? Модифицируйте его и попробуйте установить. В первом случае вам скажет «здрасте, до свидания» и вас оттуда вытурят. То есть ваше приложение вовсе не установится. Это значит, что нельзя с ним вовсе как-то взаимодействовать, за исключением, например, резервной копии. Ну а во втором случае ваши покупки попросту не будут совершаться. Это значит, что хоть как-то с помощью патчей, например, еще можно взаимодействовать. Пятое. Не храните ваш Lucky Patcher там, где его будут проверять всякие антивирусы и модераторы, например, как в Google Диске. Храните его там, где этим не занимаются, либо же создавайте архивы с паролем, чтобы его не так просто проверили. Ну и наконец, последнее. Никогда не трогайте системные приложения, иначе вы рискуете не только превратить вашу операционную систему в какое-то нелегалово, но и превратить ваше устройство в какой-то кирпич для долбежки орехов.